Всем большой привет! Мы сегодня приехали в одно очень интересное место. Продолжаем вам показывать интересные места Чехии. Это такой природный, не знаю, как даже сказать, природное явление, которое называется Панская скала. Это место выхода очень интересных горных пород, базальтовых. В общем, что получится, покажем, и что получится, расскажем. Немножко у нас похолодало, поэтому, видите, так, по-летнему совсем одет, и как Дед Мороз, наверное, с красным носом. Ну, в общем, давайте с нами немножечко прогуляемся сегодня. Итак, друзья, место, в которое мы сегодня приехали, находится в окрестности чешской деревушки Каменицкий Шенов. Собственно, это небольшой базальтовый утес, но самый старый в Чехии и один из старейших в Европе. Конечно же, с точки зрения геологии, это уникальное природное образование. Но знали бы вы, какие уникальные теории о происхождении этой скалы передавались долгое время местными жителями из уст в уста? Начиная от появления утеса с помощью нечистой силы и заканчивая строительством холма пришельцами с других планет. Что интересно, красивые страшилки не помешали, однако, начиная с 18 века, когда случайно раскопали эти весьма прочные столбики, активно выламывать их и использовать в хозяйстве. А базальт ведь реально прочная горная порода, не разрушается даже от соленой морской воды. В общем, так бы и растащили, наверное, весь утес по кусочкам, тем более, что там началась уже и промышленная добыча базальта, если бы не вмешались энтузиасты-защитники природы. Долго и мучительно, начиная с 19 века, воевали они за прекращение здесь добычи породы и сохранение уникальной скалы. Окончательно же вопрос решился только в 1953 году. Кстати, государству пришлось расщедриться, чтобы выкупить данный участок земли аж на 20 тысяч крон. Ну что могу сказать? Эту вершину мы взяли почти. На самом деле там наверху достаточно страшно. Там очень сильно дует ветер. Я там была 2 раза уже. 3-й раз чего-то мне не хочется. Ну вот. Но все это дело, это природного происхождения. Но долгое время, видите, такая интересная форма, да, этих камней. Считалось, что это что-то неземного вообще происхождения, там, таинственного.
Но потом выяснилось, что это вот горные породы базальтовые. Когда-то здесь велась даже добыча, разработка этого базальта. Такие вот столбики, не знаю сколько, 5, наверное, гранные получается. Напоминает инструмент музыкальный. Заметили, я думаю, орган. И, кстати говоря, так и называется орган-дьявол. Вот это вот место. Но это так, негласно, а на самом деле название Панская скала. Панская скала. И здесь когда-то, не помню точно в каком году, посмотрю для вас специально, снимали фильм «Строптивая принцесса». В общем, в этих скалах здесь пряталась принцесса, героиня этого фильма. Что еще сказать? Высота, вот, на которую выступают вот эти вот камни, где-то 12 метров. Но на какую глубину они уходят, никто не знает. То есть как глубоко там это все внутри. Видите, природа создала что-то вообще просто уникальное. Ну, вот так вот выглядят в разрезе вот эти вот столбики базальтовые. Пятиугольники такие, где-то шестиугольники. Знаете, что самое интересное? Что здесь звук такой, вот как будто идешь по пустоте. Я не знаю, слышно это или не слышно через камеру, но вот, честное слово, как будто там внутри пусто. Гулко даже там. Так непривычно. Аж страшно, что я сейчас топну и провалюсь. Аж вибрация какая-то под тем. Ой, так хочется, чтобы вам это все передалось через видеокамеру, этот звук. Очень необычно.
Как же эта красивая скала все-таки возникла? В общем, ученые пришли к такому выводу. Где-то 30 миллионов лет назад африканская литосферная плита столкнулась с европейской. Это привело к усилению активности вулканов. Раскаленной магме попросту некуда было деваться, и она начала выходить под давлением на земную поверхность и застывать. А ветер и дождь поспособствовали такому вот причудливому растрескиванию образовавшейся базальтовой породы. Ну, как-то так. Кстати, возвращаясь к теме кино, могу сказать, что поклонники французского сериала «Мерлин» могли бы устроить настоящее паломничество сюда, к Панской скале, потому что именно там в 2011 году проходили съемки некоторых сцен этого фильма. В заключение хочу сказать, что на сегодняшний день Панская скала – это популярное туристическое место. В погожий денек на парковке у утеса не найдете свободного места. Влюбленные парочки, кстати, традиционно взбираются на вершину и дают там друг другу клятву в вечной любви. И, дескать, эта клятва становится такой же прочной, как базальт, из которого состоит сама скала. Романтично, да? В любом случае, место красивое и с геологической точки зрения интересное. Так что будете в этих местах проездом, посмотрите все собственными глазами. А мы говорим вам до следующих путешествий.